Говорят, Москва знает все, но сегодня мы посмотрим на то, о чем она предпочитает молчать. Сегодня пройдемся по Грачевке. Поговорим про бордели первого разряда, билеты от венеролога, цены у тех и про то, как девочки в корсетах знали французский лучше чиновников. И да, узнаем, за что в столице могли закрыть бордель и куда ходили Пушкин и Толстой. Погнали! Сегодня гуляем по местам, где Москва была совсем другой. Красные фонари, тайные комнаты, тени прошлого. Сосредоточены публичные дома были в районе легендарной Грачевки. Это ныне Трубная улица. Большое количество их было на Сретенском бульваре, нынешний Большой Головин и Малый Головин переулки, а также Печатников переулок. Приходили студенты, купцы, военные, крестьяне. Каждый искал не только плоть, но и понимание. Были заведения первого разряда, это своего рода такие элитные клубы. Попасть туда могли только свои. Девушки приезжали на работу из-за границы, говорили на нескольких языках, играли на пианино и умели поддержать разговор. 1 час в таком клубе стоил до 25 рублей. По тем временам немалые деньги. Там собирались чиновники и влиятельные люди. Во втором разряде чаще бывали юнкера и студенты. Плати 1,5 рубля и полчаса в твоем распоряжении. А в третьеразрядных заведениях это было уже все намного проще. 30-50 копеек и заходи. Я подошел к дому номер 22 по адресу Большой Головин переулок. Это дом с беременными кариатидами. Или, как раньше этот дом называли, Рудневка, по фамилии владелицы Рудневой. До революции здесь был самый престижный публичный дом Грачевки. Это был такой центр московского квартала красных фонарей. Дом появился в 1875 году, позже достроили 4-й этаж. На фасаде странные женские скульптуры. По легенде они были рекламой и предупреждением, мол, будь осторожна, иначе забеременеешь. И главной фишкой этого дома была турецкая комната. Удовольствие в ней побывать стоило 15 рублей. Оформлена она была в восточном стиле. Ковры, подушки, мягкий свет. В центре большая-большая кровать с балдахином. А главное, в этой комнате были зеркала. Очень много зеркал. На стенах, на потолке. Отражение в каждом углу. Это было, знаете, место по записи для тех, кто именно хотел чего-то особенного. Сейчас в здании идет ремонт, реставрация. Хотел еще в арку пройти показать, но там стоит автомобиль, поэтому не пройду. Друзья, с вас лайк, подписка, и мы продолжаем. На углу Плотникова переулка находится яркое и необычное здание. Это бывший доходный дом Брайдо. Его построили в 1907 году по проекту архитектора Николая Жерехова. И до сих пор он выделяется на фоне других домов. С этим местом связана интересная городская легенда. Говорят, что на фасаде можно заметить лепнину с откровенными сценами, а лица некоторых фигур якобы похожи на известных русских писателей: Гоголя, Пушкина, Толстого. По слухам, в начале 19 века здесь располагался один из самых известных публичных домов Москвы. И якобы именно сюда заглядывали великие литераторы. Как вам дом, ребят? Действительно выделяется на фоне других домов. Совсем необычно. Впервые вижу сам такой дом. Я думаю, не зря я сюда пришел и показал вам. Кстати, кто не поставил лайк, обязательно поставьте. Самое время. А кто уже это сделал? А знаете, когда проституция в России стала легальной? 1843 год. Николай I решил, пусть лучше под контролем, чем в подворотне. И каждую женщину регистрировали, проверяли, выдавали так называемый желтый билет. В 1844 году при Сретенской полицейской части
Потом сейчас здание будет дальше, покажу вам, как раз я к нему иду. Создали специальный медицинский комитет. Они дважды в неделю осматривали всех работниц публичных домов. А сделали это для того, чтобы остановить распространение болезней. Девушкам выдавали смотровые билеты с отметками о здоровье. Вот оно, это розовое здание, адрес 3 Колобковский переулок, 16. Тут сейчас криминалистический центр, насколько я понимаю. А с той стороны пожарная часть. Друзья, Петровский бульвар, красота, лето. И меня интересует Петровский бульвар, дом 15. Вот этот дом. Когда-то здесь находился бордель, принадлежавший Эмилии Хатунцевой. Цена за час в этом доме терпимости доходила до 25 рублей. Ее заведение быстро стало знаменитой. Она первая вела ролевые игры. И самой, наверное, популярной была сцена «Нянюшка, сделай мне побольнее». Все было нестандартно для тех времен. Девушки одевались в кожаный корсет с плеткой в руках и вытворяли, в общем, садомаза. И для тогдашней Москвы это такой был прям вызов. Бордель просуществовал всего 2 года и закрыли его с формулировкой «Никогда не догадаетесь, какой». Вы, кстати, можете написать, я пока покажу вам бульвар, как все выглядит здесь. Можете написать в комментариях, какая формулировка. Также, хотите ли вы, чтобы я сделал здесь прогулку по этому Петровскому бульвару. Видите, все нарядно, все красиво. Пока вы пишете, я тяну время. Надеюсь, вы уже написали формулировку. В общем, давайте озвучу. Бордель закрыли за разврат. Даже для столицы с ее тайными желаниями это оказалось слишком. Обратите внимание на здание с вывеской «Мануфактурный магазин Чернятина». До того, как здание купила купчиха Кононова, в нем находился знаменитый на всю Москву трактир и гостиница «Крым». В подвале находилось заведение под названием «Ад». Это был такой публичный дом низшей категории. Жрицы любви частенько здесь пользовались клофелином. Из-за дурной славы заведение закрыли. Само же здание гостиницы простояло здесь до 1970 года. А сейчас на этом месте стоит вот этот бизнес-центр. Печатников переулок. И здесь также когда-то находился еще один знаменитый элитный бордель Надежды Мерц. Девушки тут уже были пышных форм. Но меня заинтересовал вот этот дом под номером 7. Это дом Элочки-людоедочки, той самой из 12 стульев. Конечно, сама Элочка была вымышленный персонаж Ильфа и Петрова, но куда интереснее история самого дома. Когда-то он принадлежал купчихе Золотаревой, а уже в 1896 году его выкупил крестьянин Петр Сысоев из деревни под Подольском. Мастер по лепнине. Ну, видимо, настолько был талантливым, что он работал над интерьерами Метрополя и булочной Филиппова. Это было, наверное, в те времена, как получить Оскар в мире штукатурки. Заработал, в общем, прославился и купил вот этот дом себе на фасад. Добавил кариатиды, вензель ПС и массу лепных украшений. Вы взгляните на эти скульптуры. Они были выполнены в тон улицы, в тон этого района. Интересно, вот что хотел сказать этим автор.
Ребят, напишите в комментариях, как вы это видите.